Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Весы. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 ноября. Тайное, что станет явным, что прояснится. Самое главное, знаки судьбы. Чего вы пока не видите, а это случится. Что происходит за вашей спиной. И именно что прояснится, что станет явным с 1 по 10 ноября, давайте с вами узнаем. А я бы сказала, и не только с 1 по 10. Скорее, это будет история с продолжением, как минимум до конца года. И поэтому есть смысл вернуться к этому видео и пересмотреть еще раз, потому что то, что мы думаем вот в данный период времени, когда вы смотрите, особенно если заранее, поверьте, до конца года мы поймем, зачем нам были нужны вот эти 10 дней, поскольку именно 9 ноября планета Уран меняет знак, переходит из знака Близнецы назад в Телец. И это будет связано с прояснением некоторых жизненных ситуаций, и мы будем адаптироваться, организовывать, наводить порядок в собственной жизни в каком-то новом ключе. И пусть это более длительная дистанция, но что-то важное, как квинтэссенция, происходит именно с 1 по 10 ноября. Давайте узнаем. И первым делом мы достанем 3 карты, как 3 знака судьбы. Что там скрыто? Того, что мы пока не видим. Или о чем пока не догадываемся, не знаем. Может быть, и сфера жизни, где нам доведется принимать важные решения. И это случится, это будет иметь значение на более длительный период. К чему быть готовым, будем узнавать. Итак, 3 знака судьбы. Первый знак судьбы для весов с 1 по 10, чему уделить внимание, или сфера жизни, второй знак судьбы. И третий знак судьбы, который будет как-то взаимосвязан с прояснением. Но все же хочется, у кого-то личная жизнь будет прояснение. Вот буквально так, у кого-то новое знакомство, кстати. Иногда по этой карте идут именно наши новые или пусть это обновление отношений, вас что-то будет вдохновлять, мои дорогие. Но вот ведь эта карта не дает сама по себе продолжения какого-то длительного. Может быть, это и вы будете себе задавать вопрос, а вообще я буду это продолжать или нет? Или к чему это все идет? Но не замечтаться карта приглашает. Приглашает вдохновиться только моментом или от чего-то не отказываться. И при этом зрить в корень, быть реалистом, мои дорогие. Так вот, что ж там прояснится? Тайное, что станет явным, к чему быть готовым или готовой, что уйдет, или что завершится, или от чего вы откажетесь сами. Мои дорогие весы, не обязательно, что это кто-то уходит, хотя я такое допускаю. Это может быть какое-то действие, намерение, ваше решение или доведение до ума. Да, какое-то дело или вопрос мы решаем и больше к этому не возвращаемся, и оно как бы уходит. А что придет взамен? Тоже хочется узнать, да, что нового? Или кто или что спешит на ваш порог? И по основным сферам жизни. Чего ждать? В сфере личной жизни, любви, взаимоотношений в целом. Чего ждать в сфере финансов? И чего ждать в сфере ваших достижений. И тут у каждого свое. У кого-то документы, у кого-то конкретно работа, карьера, важные встречи, важные согласования или ваши планы, мои дорогие. Давайте будем узнавать первый знак. Но вот вам уже самим хочется довести что-то до ума. Вам уже самим вы от чего-то явно устали. Десятка жезлов. Может быть, это вы в каком-то деле начали участвовать, теперь понимаете, что ну нет, это надо как-то завершать. Может быть, разные действия или от вас потребуются какие-то новые методы, может быть и так, для того, чтобы пересмотреть прежний вопрос, чтобы быстрее что-то завершить. Тут есть желание для вас именно отдохнуть, привести что-то к какому-то знаменателю, и сил у вас на это хватит. Но, может быть, как раз и как знак судьбы завершаешь что-то. Вот есть то, что вы приложили много сил или приложили много времени, но вот это подходит теперь к концу. Или вот этот знаменатель нужно как-то провести красиво, мои дорогие. Не забыть о себе и при этом. Карта нам дает подсказку, как знак судьбы, что вы можете согласиться на какую-то многозадачность или пытаться, вот знаете, как и одному что-то пообещали человеку, и другому. Или вот эта многозадачность, когда мы хотим, чтобы вокруг нас
ну, был какой-то ореол, согласия, да, или эмпатии какой-то. И даже из добрых побуждений мы начинаем включаться вот во многие мелкие дела, которые в конечном-то итоге нужны не нам. Мы потеряли время, мы потеряли силу, мы сами себе усложнили период, и вот теперь наступает время от чего-то постепенно отказываться, дабы нашу собственную силу уже направить в нужное русло. Вот такой знак судьбы. Подумайте. Второй знак судьбы. Ну, все то, что я сказала по первому. Тут и высшие силы, как будто страшный суд. И всегда, когда карта старшего аркана выпадает, это еще и внешняя обстановка. Тоже на вас накладывает определенные обязательства уделить внимание самому себе. Почему? Ведь это карта возрождения, избавления от боли, от страданий. Может быть, это вот именно какая-то долгая история или то, что тянулось у вас долгий период времени. Оно все равно завершается. У вас есть возможность. И если мы говорим, что было много работы, вы можете, мои дорогие, вот на нашем земном уровне, да, конкретном, вы сами можете себе задавать вопросы: буду ли я вот именно это продолжать, буду ли я продолжать какие-то отношения, буду ли я продолжать в чем-то участвовать. Все-таки жезлы– это дела, работы, бизнеса, откуда к нам приходят деньги. Поэтому тут как ваша занятость через либо то, что вам нужно, то, что целесообразно, то, что имеет смысл, вот будет явно пересмотрено. Иначе мы рискуем в том, что мы включимся, да, сразу во много дел, и в итоге потеряем, ну, как и собственные силы, да, упустим время для новых возможностей. А нам говорят, не оглядывайся назад, тебе отсюда нужно именно видеть в сторону прогресса, в сторону будущего. Что-то у вас, мои дорогие, завершается. И ведь это всегда, ну, знаете, когда как груз каких-то забот падает. И вот, видимо, мы все разные, правда? Кто-то решится, ну, что, ну да, вот я пересматриваю свой график жизни, который будет связан, тем не менее, с какой-то вашей активностью, не с пассивностью. Вот действовать как-то по-новому вам придется как минимум в эти 10 дней. И потому что еще внешняя какая-то обстановка, обстоятельства складываются именно так, что вас к этому подталкивают. Давайте третий знак судьбы. Да вам во благо, мои дорогие, тут нельзя упустить возможность. И старший аркан, он нам и говорит, скорее всего, дела, работа, бизнес, ваше личное дело, ваши личные планы и финансы. Иногда эта карта, она, в принципе, говорит, ну, как карта эгоиста, да, мы что-то хотим осуществить, и тут будет очень важно не застрять в каком-то шаблоне. Почему? Потому что эгоизм, ну, даже в хорошей какой-то мере он проигрывается как самодостаточность. У вас сейчас есть ресурсы. Но вот незадача, она в том, что самодостаточность где-то граничит с самонадеянностью. Поэтому если мы будем чересчур самонадеянны, то вот мы получаем вот эту десятку жезлов, когда мы сами себе создали какие-то проблемы, а потом их героически преодолеваем. А явно, и карта ведь дает совет, делегируй. Делегируй то, что кто-то призван и должен сделать сам, а ты не должен. Или тот, кто проходит какой-то, может быть, жизненный такой этап, как опыт, он должен набраться этого опыта, а вы, может быть, из добрых побуждений пытаетесь выполнить, ну, за конкретного человека какую-то работу или ваше какое-то участие. Вот явно ваше участие в чем-то, или это через взаимоотношения, но это тогда я больше вижу рабочие какие-то вопросы, или денежные, да, деньги есть, деньги будут, ведь это сама по себе карта получения. Может быть, у кого-то и крупной суммы. Ту, которую вы заработали. Может быть, отчасти где-то э, задерживалось получение денег по тем причинам, которые от вас, мои дорогие, не зависели. Но это деньги заработаны, это то, что ваше, принадлежит вам. А это то, что как бы ваше и никто не заберет. Вот здесь вот какая-то финансовая история может быть вами где-то пересмотрена или вы можете инициировать какую-то коррекцию пересмотра, и для вас это будет во благо. Именно с позиции работы, занятости и финансов. Вот я тут вижу именно такую траекторию и перезагрузку. Это как 3 знака судьбы для вас, мои дорогие. И ведь
Хоть и у нас чаши выпадают, но это финансовая карта. Имеется в виду эмоции, чувства, которые к нам приходят, когда мы решаем какую-то финансовую проблему или вопрос. Пусть это первые шаги в новом направлении, но это совершенно другое качество жизни. Может быть, и первые шаги к новому качеству жизни. Тогда они будут начинаться с того, что мы оставляем эту рутину и пересматриваем свою активность. Все имеет свой смысл, мои дорогие. Здесь нельзя, все же первая карта, она буквально нам кричит о том, что ты можешь застрять, если не, ну, где-то так вот не перераспределишь как и силы, так и то, что, в чем ты видишь прогресс на будущее. Ладно, так что же там тайное станет явным? Ну, тут какая-то запутанная история. Конечно, кстати, карта будет говорить: «Береги себя». Здесь сама по себе путаница может быть для кого-то из вас, потому что аркан Луна, его всегда трактовать немножко сложновато. И тут множество значений, безусловно. Так вот, для кого-то из вас прежняя история, да, или вот какая-то длительная путаница, она у вас шаг за шагом, кстати, не быстро. И карта будет говорить: это что-то только начинается, прошлое. Это для вас, мои дорогие, как пороговое значение. Вы с 1 по 10 как на развилке, правда? Как перекресток жизненный. И что-то по аркану Луна, оно действительно прояснится. Но что-то, оно только имеет первые шаги, тенденции к прояснению. И это будет означать, что вы будете, слушайте свою интуицию, безусловно, подсказки собственной души и мудрости. Так вот, в чем-то мы видим очертания, но конкретики нет. Выглянет солнце, все встанет на свои места. Здесь нужно очень правильно действовать, на что-то не согласиться, себя сохранять. Кстати, избегайте толпы. Избегайте даже, пусть эта толпа, ну так вот аллегорически, будет означать, что у вас много каких-то встреч, контактов, согласований. Люди будут пытаться вас где-то, да, приобщить к какому-то делу, труду или там к чему-то, ну, как к согласию, может быть и так, чтобы вы приняли чью-то точку зрения. Так вот вам и ни вправо, и ни влево. Вам как будто между нужно хранить баланс, мои дорогие. И вскользь скажу еще и по личной жизни. Все-таки эта карта со знаком плюс проигрывается. В личной жизни мы спрашиваем, что прояснится. Это эмпатия, любовь, это взаимопонимание. Это наш, как место безопасности, теплый, уютный дом. Решение, может быть, вопросов и по части именно дома иногда. И кто вот в этом доме будет. Вот будет шаг за шагом что-то проясняться. Мои дорогие девочки, для кого это актуально по возрасту и поставленным целям, вы можете узнать, что ждете ребенка. Ну вот самые разные направления, что прояснится, тайна станет явным. Мои дорогие мужчины, это тоже для кого это соответствует по возрасту и поставленным целям. Ваша любимая женщина ждет ребенка. Я такого не исключаю. Тут именно какая-то тайна, ведь по аркану Луна тайна становится явным. Что уйдет? Что завершится или от чего вы откажетесь сами? Ну, правда, завершится. Вот смотрите, мы, видимо, с вами, я не случайно все то, что говорила до карт, проживаем в эпоху перемен. Я надеюсь, все правильно понимают, что карта смерти – это не про смерть, это карта трансформации, прописана возрождение. Очень такая красивая карта на 13-й аркан, на мой взгляд, именно в этой колоде, потому что вот звезда, цель, мои дорогие, намерение. Это какая-то высшая цель. Да, прежде чем мы туда дойдем, доберемся, да, нам придется с вами корректировать планы, поверьте, не раз. Но поставил цель, и нет ничего невозможного. Это как вера в собственные силы. Но неизбежно это уже где-то предусматривает, что что-то и не может быть продолжено. Или вы сами чего-то не хотите. О завершении говорят 2 карты, 3 карты даже. Мы с этого начали. И очень символично, потому что если мы избираем какое-то одно направление, неизбежно мы откажемся от чего-то прежнего. То, что нецелесообразно, не имеет смысл. И вы сами, вот вы от чего вы откажетесь, вы правда какое-то дело можете подвести к итогу, подвести к финалу и испытаете значительное облегчение, что вам куда-то не надо идти,
что вам не нужно каким-то вопросом заново заниматься, что, наконец, это что-то заканчивается. Но это не так быстро, мои дорогие. Все же старшие арканы — это не на 10 дней, но это как минимум может растянуться до конца месяца, а то и больше. Может быть, постепенно, вот такими мелкими шагами, много у кого-то, мы все разные. И у кого-то много дел, как, знаете, какой-то клубок противоречий накопившийся, и вы вот как эту ниточку Ариадны, да, потянули. Самое главное начать, вот найти вот этот кончик нити, да, и начать его потихонечку, ну, как распутывать. И он постепенно раскрутится, и все встанет на свои места. Вот что-то подобное у вас может начинаться с 1 по 10. Пересмотрите потом видео. Это просто для вас, ведь любая карта, будем реалистами, это не про гадание. Мы подаем, ну, рассматриваем, я подаю карты с позиции позитивной психологии для того, чтобы прочувствовать собственную интуицию более четко. Ведь карта — это инструмент самопознания. И, может быть, то, что вы пересмотрите уже к концу года, вы совершенно по-другому увидите какую-то свою траекторию, глядя на эти карты. Так что же нового придет взамен, мои дорогие? Кто или что спешит на ваш порог? Ух ты, тут может быть какая-то знаковая персона. Король мечей. Это холодная голова, вот человек. Конечно, эта карта где-то олицетворяет вас самих. То, что вы сами решите продолжать, то и придет взамен. Об этом буквально нам говорят. И пусть у нас король, но по полу мы карту не рассматриваем. Мои дорогие девочки, карта может свидетельствовать, но это вам придется принимать какое-то вот важное решение, причем хладнокровно, как мужчина, да. Невзирая на какую-то эмпатию или невзирая на то, что, ну, где-то чувства вам подсказывают одно, вот реальность диктует другое, вполне вероятно. Но это могут быть самые разные ситуации, ведь по королю мечей вот как идут эксперты или специалисты в какой-то области. И мы можем сразу говорить об экспертности, как в юриспруденции идут юристы, адвокаты, идут узкие специалисты, люди, работающие с металлом. Это могут быть кто угодно. У кого-то дома может быть ремонт, да, и вам нужно поменять какую-то коммуникацию, и вы будете именно этим заниматься тоже, да, я говорила, дом. Вы дома что-то меняете, и вам нужно сделать это правильно. Может быть, и согласование, может быть, документы подписать, может быть, и чиновники, кстати, идут выше, какие-то стоящие лица, официальные лица, которые знают, как нам нужно действовать и в согласии с законом, и вообще это тот специалист, который сам-то он находится в определенных рамках своих полномочий. И вот исходя из этого, он вам будет или может быть так, как контакт с таким человеком, и он вам будет говорить, как это нужно правильно сделать. И это нужный человек. Помимо этого, это у нас и врачи идут, ну и, безусловно, идут как люди в погонах, люди в форме, ну, это тоже могут быть и формы разные, да, иногда у некоторых компаний тоже есть какие-то свои формы, ну, или, как я сказала, у врачей, иногда это военные, или силовые структуры. Мы все разные. Но тут, понятно, рационализм вам помогает. Вам помогает эта статусная карта достичь другого статуса. Вот что нового придет взамен. Ладно, давайте будем узнавать, чего же там ждать в любви, во взаимоотношениях. Ах, и для кого-то страстная любовь. Страстная любовь и очень сложный выбор. Вверху аркан Луна. А выбор делать нужно. Это зависимость. У кого-то зависимость. Может быть, это касается даже не любви, а именно вас. Мы говорили, личная жизнь. Это ваша личность. Это ваши намерения, цели, поставленные планы. Пусть это не где-то не достижение, но это может перекликаться со всеми вообще сферами жизни. И вам делать нужно какой-то выбор. Безусловно, карта говорит, какая-то игра должна завершиться. Иначе она перейдет в опасность. И здесь у каждого по-своему. Может быть, и вредные привычки. Самые разные. У кого-то работать до упаду, почему нет? Вот, кстати, уставшие люди делают ошибки, я часто говорю по этой карте. Потому что мы включились в эту многозадачность, навесили на себя каких-то обязательств. И вот мы тянем эту тележку, но наступает время, когда мы должны
от чего-то именно, ну, как расчистить свое пространство. Это вам уже необходимо. Может быть, это прежде была какая-то зависимая история, когда вы, словно вот этот человек, надеюсь, видно хорошо, оказался в руках 15-го аркана, да, дьявола. И вот дергают вас за веревочки. И вот этот человек, как образ, да, его по Луне, тоже образ, нет конкретики. Ну, не знает, как поступить в каком-то сложном положении, в сложной ситуации. Но выбор должен быть найден. Может быть, очень сложная ситуация, в которой вы оказались. Она не быстро может быть решена, как говорит 15-й аркан. Но самое главное – весы. Сделай первый шаг. Определись с тем, что ты хочешь. Настала пора. И буквально вам высшие силы в этом помогают. Будьте внимательны, мои дорогие. Итак, чего ждать в сфере финансов? Хотя нам уже сказали, деньги есть где-то или деньги будут, по крайней мере, какую-то финансовую траекторию мы можем проложить более успешно, но вам придется, мои дорогие, может быть, для того, чтобы решить какой-то финансовый вопрос, срочно куда-то поехать или провести какие-то важные разговоры. К вам может прийти информация, касаемая финансов. Вы узнаете какую-то новость, которая по рыцарю мечей, с одной стороны, она несет правду или какую-то истину. Мы сами можем искать правду и истину, но это может быть некоторая внезапность, которая будет связана именно как с внешними событиями или с людьми, которые буквально врываются в вашу жизнь. Либо они несут эту новость, либо они приходят на ваш порог совершенно неожиданно, и для вас это какое-то дело, тема, она будет каким-то образом связана с финансами. Вам придется перестраивать что-то, переделывать. Ну, мы об этом уже с вами говорили. И не быть самонадеянным, мы тоже об этом сказали. Конечно, по этой карте идет бунтарь без причины. Вы можете буквально, мои дорогие, столкнуться с такой ситуацией, что с вами не согласны, с вами могут спорить. Или у вас, я не исключаю, может сложиться какая-то и финансовая такая сложноватая ситуация, это правда. Поэтому это требует от вас, ну, совершенно точного какого-то рационализма, холодной головы. Вот это, когда мы, ну, не добавляем вопросы финансов или решения каких-то материальных тем. Мы не добавляем ни чувства, ни эмоциями, только критическое мышление вам помогает решить какой-то финансовый вопрос. Как будто время настало. И буквально это карта скорости. Человек бежит, мы не можем потерять время. Чего ждать в плане ваших достижений, согласований, работы, важных встреч? Ух ты, тут у нас вообще-то пара. И вот смотрите, очень символично. Пара. У кого-то личная жизнь, которая не совсем про любовь, а может быть и страсть. У кого-то даже так сложится, мои дорогие. Опять же, у кого это соответствует по возрасту. Вы узнаете, мои дорогие девочки или мои дорогие мужчины, да, кому это все то, что я говорила по Луне. Или женщина ваша любимая беременная, или вы, мои дорогие девочки. И вот нужно что-то решать. Есть зависимая ситуация. Как-то нужно решить. И я-то тут вижу, что мы не должны от чего-то отказаться. Тут как рождение чего-то нового. И, может быть, это именно подтянет подобная ситуация, которая будет связана с личной жизнью или с вашими детьми, с чем-то очень дорогим, когда придется учитывать и финансовую ситуацию, и решать какие-то вопросы, связанные с согласованиями, важными документами, и сделать это будет совершенно необходимо. И вроде бы, как есть зависимость, мы не можем это исключить из нашей жизни. Это уже сложилось, но и продолжать игру какой-то мы тоже не можем. Конечно, карта королевы мечей, если мы не рассматриваем по полу, да, потому что архетипы карты разные. Это вот пару я увязала, да, но ведь эта пара может быть не обязательно с беременностью, все ведь разное, правильно, будем реалистами. Ну, у кого-то это отношения в паре могут быть, причем пары, у кого-то это касается бизнеса или каких-то важных согласований с важными людьми. Но ведь это про образ Юдифи. Мы можем от чего-то отказаться, мы как будто должны. От чего мы отказываемся? Если мы так немножко в историю, я подробно, кто захочет, тот найдет информацию. Но почему Юдифь вошла в историю? Именно потому, что она надеялась сама на себя. И это избавление своего народа от
человека, который создавал буквально постоянные сложности от того, что надоело не только Юдифе, но и всем абсолютно. Это героический поступок. Вот вам какая-то миссия, может быть, или ну, какое-то важное дело вам доведется осуществить. Может быть, это именно мы на вас смотрим, на ваши достижения. Чего ждать, мы спросили, в работе, в согласованиях. Здесь полная коррекция планов. И надейтесь сами на себя. Холодная голова, критическое мышление. Вот наступает период очень знаковый с 1 по 10, когда взаимосвязаны все сферы жизни. Когда что-то уже не только вам надоело, но и внешние обстоятельства, события складывают все в один узор. Это как 1000 дорог сходятся в одной точке, и вы должны это решение принять. Это необходимо. Или мы можем значительно подзастрять и отдать на волю случая свою судьбу. Будьте внимательны. Мои дорогие, любимые весы, ну вот такие карты. Но главное, ведь вы можете решить очень много вопросов. И, кстати, карта 15-го аркана «Дьявол» – это карта материализм. Я говорила, что если крупная какая-то сумма или деньги заработаны, вы их получите. А еще эта карта говорит на то, что будет бодрость, будет физическая как бы активность, и у вас на это, вот на осуществление таких, может быть, сложных моментов хватит, будет достаточно физических сил. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые весы. А я благодарю за ваши искренние душевные комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал, оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.